Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Сегодня у нас 18 апреля, на улице тепло. Рыбалку отлаживаем во второй ряд и начинаем заниматься огородами. То есть у меня сейчас очень много работы во дворе. То есть нужно высадить картошку всю полностью, открыть виноград, подвязать виноград, полить его, сделать первую заливку. В общем, работы очень много, поэтому рыбалку я сейчас отлаживаю. Буду заниматься уже рыбалкой тогда, когда закончу с огородом. Так, друзья, ну а теперь показываю мастер-класс, как я меняю колеса и ставлю фрезы. Делается очень просто. Обыкновенная доска беру, кусок. Беру раз, подставляю сюда, все, стоит. Опа. Оп, колесо снято. Фреза. Фреза одета. Оп, ставим сюда. Вторую сторону снимаем. Точно таким же макаром. Поднимаем. Ставим упор и сюда. Все, висит. И ставим фрезу вторую. Все, друзья, фрезы одеты. Теперь снимаю вот этот вот бампер, так называемый. Все.
так, друзья, трактор пашет, мотоблок пашет сам. Так, ну и что? Вот такой, друзья, у меня плужочек. Будем говорить, ну как он, плуг, стрелочка вот такая вот, значит, которой я буду набивать рядочки. И к нему прикреплен маркер, чтобы все рядочки были на одинаковом расстоянии. Все это выглядит вот так. Подводим маркерочек и проводим рядочек рядом с этим, чтобы все рядочки были на одинаковом расстоянии. Не спеша, потихонечку. Рядки делаю я длинные. Хочу в этом году я сделать капельный полив. В те года я поливал просто картошку со шланга, ставил распылители и заливал картошку. В этом году хочу попробовать капельный полив. Хотя, в принципе, я еще ничего не покупал. Но я думаю, купить шланги и различные принадлежности для капельного полива не составит никакого труда. Были бы деньги. Вот так вот. Все, этот рядочек протянули. И теперь разворачиваемся, идем в обратную сторону. Рядки я пробил. И начали уже бросать картошку в рядочки. Вот так вот. Все это выглядит. И сейчас я возьму свою приспособу, как говорится, окучиватель, чем я окучиваю картошку, и буду загортать рядочки. Сейчас посмотрите, как это я делаю. Вот так вот, друзья. Выставляю. Опа, раз. И вот так вот потихоньку пошел. И вот такие вот остаются бугорочки возле каждого рядочка, друзья. Не сказал бы, что я тяжело. Хочу сказать, что не тяжело, но все равно. В общем, вот так вот это все выглядит. Таня заканчивает, а Юра пойдет загортать. Вон моя на той стороне приспособа. Сейчас я иду к ней. Он Яковлевич. Яковлевич, вам помочь? А? Ну давайте я помогу, чего ж не помогу.
Яковлевича техника немножко поломалась, а что-то там случилось. Он уже... А? Сварщик липовый. Яковлевич говорит, сварщик липовый. Ну такого не может быть, он сварщик хороший. Видите, какой... Он технику какую смастерил, Яковлевич. Цапа хуёво приварена, отломилась. Ну ничего, сделайте попозже. Давайте я поможу вам. Держите руля. Я вам толкну вот так вот. Вот так вот. Ну, техника это такое дело, может ломаться. Задумано все четко. Хорош. Опа. Все. Так. Ти мені зараз знаєш, що поможеш? Зараз я її поставлю отак на диба. Ага. Варити мені. Зараз я знайду. Бачите, техника какая. А это вам не шалтай-болтай. Это настоящая техника. Трактор самодельный. Яковлевич, техника самая классная. Чё ж, какая техника? Шо? Ну, берем, да. Берем. Затягу. Давайте затягу. Опа. Что вы хочете? Оставили? Оп. Я, наверное, другу. Да. Ага. Одну сюда ставьте. Да. Опускай. Все. Смотрите, скорость включите, а то он сейчас поедет. Я держу покуда, Да, включите скорость. Яковлевич, не включили. Включи. Не включили. А что он едет? Не включили скорость. Вперед, вперед. Вперед со второго. Ну да хорошо, вторую включите. Я первую включу. Ну, Яков... Ну, там включи, то, все. Ну все. Так, все. На козла поставили технику Яковлевича. Это ж бачик и сварщик, сука. Ой, ну ничего, сейчас приварите. Смотрите, аккуратно сейчас руку вам Не. придавит. Не, да. Вот так. Видите, вот бочка. Это тут кабина Яковлевича. Крылья. Все по красоте. Это вам не хухры-мухры. Правильно, Яковлевич? Каже, не мала баба окопу. Купила порося, так я це за цим. Ничего, Яковлевич, все доведется, как говорится, усовершенствуется, как ракеты робятся. Раз пустили не туда, взорвалась, а там туда все на 10-й раз взлетело. Ну так че не? Да. Так, Яковлевич. Значить, Культиватор не годится? так. А что? Отак він стоїть. Ага. Починає її заглибляти, буксує. Як газу дам, дуже швидко їде, я не співаю рулити. Ну, надо ж выставить так, чтобы он, я ж думаю так, чтобы он сантиметров 10 у вас захватывал земли и все. Это ж надо выставить потихонечку, Так не спеша. головне ті беруть у мене бокові. А ті, це я тут уже перерегулював, все переділав. От. Бокові беруть, так воно ж отак бере. Ага. І тими носочками самими. От. А середній ніхіра не бере. Ну, надо регулировать, Яковлевич, регулировать. Все в регулировке. Звісно. Так, ладно, пішов, я то надо загортать картошку. Спасибо. Та нема за що. Так, вот такая вот техника у Яковлевича. Ну, а нам свое дело робить. Треба загорнуть всю картошку. Так, вот он мой аппарат. Оп. Толкаем его туда вперед чуть-чуть, раз. И вот так вот. И поехали. Не спеша, потихонечку. Бачите, як загортає воно. Оно катится потихонечку на колесах на задних. И присыпая картошку.
один рядочек, можно сказать, там за минуту, за два 30-метровый я загортаю. Ну и, друзья, покажу вам поближе свой, как говорится, агрегат. Вот так вот он выглядит. Вот. Ну, ничего особенного нету, будем говорить. Такая вот рама сварена. Вот это прицепной, я вам рассказывал, это с мотоблока. Вот, раньше я его пытался мотоблоком, но не понравилось мне то, что у меня здесь негде повернуться. Видите, два лемеха. Лемехи так вот сделаны навстречу друг другу, развернутые. Вот, и вот в этот промежуток, будем говорить, они идут нижними концами, подрезают траву и забрасывают в середину и автоматически подгортают. То есть получается, я одновременно пропалываю междурядье от травы и сразу окучиваю картошку. В общем, очень удобно и быстро и хорошо. Ну, конечно, без труда не вытянешь рыбку из пруда, поэтому все равно это занимает какой-то физический труд. Вот так вот оно выглядит все. Можно регулировать его. Задние колеса здесь, в принципе, для того, чтобы передвигать ее. Ну и ограничивать, чтобы она не падала, сильно не углублялась. Потому что я вот только переднюю беру, и передком я могу ограничивать ее. Сколько она будет руками придерживать. Можно, конечно, сделать колесики здесь впереди, но они не нужны. А на задние колесики они ограничивают, чтобы она не падала, полностью не заглублялась. Вот. Ну и чтобы перевозить ее туда-сюда. Вот. Очень удобно. То есть двигаться, не тягать ее на руках. Сюда можно еще замесь вот этих лемехов. Я сюда могу цеплять. Здесь есть у меня окучивательные круги. Два круга, два диска. То есть для окучивания. Не такие вот лемеха, а просто окучиватели. И вот видите, вот здесь вот сюда можно вставлять прополочные стрелки. Вот на 5 стрелок здесь. Вот раз стрелка, два там стрелка, вот 3, 4, 5. Ну, когда я, то есть для культивации, занимает она приблизительно ширину где-то около метра, может чуть больше, метр 20, метр 30. Вот со стрелками, то, что стрелку тогда я подтягиваю сюда в самый край. Вот потом эти стрелки, эти и середина, средняя стрелка. Ну, тогда я культивирую мотоблоком, потому что вручную, конечно, ты не потянешь. Ну, а мотоблок, конечно, берет, можно культивировать стрелками, пробивать. Вот так вот, друзья. Картошка посажена, сделан капельный полив. И в следующем видео, друзья, я вам расскажу, как я делал свой капельный полив. Все от скважины до капель.